Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить игрушке тягач с платформой из серии «Военная техника», которая производилась на Тульском патронном заводе. Известно, что игрушки серии «Военная техника» производились в период с 1967 по 1995 год. Предположительно, этот тягач вошел в перечень первых игрушек этой серии, то есть начало его производства приходится именно на 1967 год. Прообразом для этой игрушки послужил автомобиль-тягач МАЗ-535, который разрабатывался в 1954-59 годах в СКБ Минского автомобильного завода. С 1958 по 1961 год эти тягачи выпускались на Минском автозаводе. С 1961 года производство было перенесено на Курганский завод колесных тягачей, где автомобили МАЗ-535 выпускались до 1964 года, когда их сменили более мощные тягачи семейства МАЗ-537. Конструкция МАЗ-535 имела ряд отличительных технических решений, в том числе крытообразная рама с Z-образными лонжеронами, независимая подвеска всех ведущих односкатных колес, тележечная схема расположения осей, управляемые колеса передней тележки, центральная система подкачки шин, гидромеханическая трансмиссия, межосевые и межколесные самоблокирующиеся дифференциалы, цельнометаллическая четырехместная кабина, гидроусилитель рулевого управления, пневмогидравлическая тормозная система, а также третья фара инфракрасной подсветки в центре кабины для использования прибора ночного видения. Тягачи МАЗ-535 широко применялись в ракетных войсках стратегического назначения резерва Верховного Главнокомандования для транспортировки баллистических ракет. Именно в этом качестве его можно было наблюдать во время многочисленных военных парадов на Красной площади. На шасси МАЗ-535Б были созданы опытные пусковые установки тактических ракет «Онега» и «Ладога». МАЗ-535Б буксировал пусковые установки оперативного тактического ракетного комплекса «Темп» и беспилотных самолетов Ту-121 и Ту-123. Игрушка «Тягач с платформой» выпускалась под номером 8 в серии «Военная техника». В качестве базы используется такой же тягач, как и для игрушки «Тягач с ракетой» под номером 7. Только тягач, конечно же, без ракеты, да и платформа немного другая используется. Корпус этой игрушки сделан полностью из металла. Окрасился он оружейной защитной краской, так как производился в литейном цехе патронного завода. Пластиковыми деталями у него являются только колеса. Как и любая другая игрушка, этот грузовик имеет свои слабые места. Чаще всего отламываются у него крепления платформы и колеса. Как и все игрушки серии «Военная техника», этот тягач видоизменялся в зависимости от периода производства. Отличий может быть довольно много, как в конструкции днища самого тягача и в надписях на нижней части прицепа, так и в форме деталей на корпусе, а также покраске деталей. Многие изменения аналогичны тягачу с ракетой под номером 7, так как используется одинаковая база для них. Скорее всего, изменений у этого тягача в ранний период было очень много в процессе доработки пресс-форм. Самые ранние тягачи с платформой, фотографии которых мне удалось найти, были без клейма завода и цены на днище. Стоит отметить, что это клеймо впоследствии ставилось только на прицепе, а на самом тягаче никаких штампов не было. На ранних экземплярах на днище тягача пластиной закрыто пространство под кабиной. В самой кабине есть имитация сидений благодаря этой пластине. Средняя стойка лобового стекла в ранних моделях более толстая и встречается как прямоугольная трапеция по форме. Но бывают и другие формы, хотя тоже толстые. Оконная рамка на дверях кабины вырезана по самой границе дверного проема. И из-за этого по размеру выглядит большой, если сравнивать с поздними тягачами. Хотя в реальности она такая же, просто дверь в ранних была узкая, а в поздних широкая. Для соединения прицепа с тягачом используется крепление, которое проходит насквозь дышло прицепа. Также есть ранние варианты уже без этого отверстия сверху. На днище тягача под это крепление установлен прямоугольный брусок с отверстиями. Само дышло прицепа в месте перехода на прицеп производилось с вырезом. Скорее всего, из-за хрупкости этого участка позже вырез пропал. Оси колес на ранних прицепах были тоньше, чем на поздних. Форма и проработка амортизаторов на ранних экземплярах тоже визуально отличаются от поздних.
На кабине раннего тягача часто сверху просматривается овальный след от пресс-формы. Люки на кабине в ранних тягачах смещены очень близко к краю крыши и почти вровень с ним. Спереди на кабине красная звезда по размеру меньше, чем в более поздних тягачах, а под звездой находятся 3 полосы. Самая нижняя третья полоса может смещаться почти на самый край кабины. Светомаскировка на фарах подкрашивается белой краской. Боковые воздушные жалюзи на тягаче визуально также отличаются от поздних. Борт по бокам тягача в ранних вариантах визуально шире, чем в поздних. На прицепах под задней осью есть круглые выступы, которые опять же в ранних тягачах появились от несовершенства пресс-формы или каких-то особенностей литья. Самый край платформы не очень аккуратно обрезан. В поздних прицепах этот недостаток будет устранен. В общем, ранние тягачи с платформой выполнены максимально точно и детализированно, если не брать во внимание следов от пресс-форм и мелких огрех. В следующем варианте на нижней части прицепа появляется цена 1 рубль 40 копеек. Под колесами прицепа пропадают круглые выступы, а край платформы делает уже более ровным. Дышло прицепа в месте перехода на тягач уже сплошное и без выреза. На тягаче меняется крепление для прицепа, и также с днища тягача пропадает заглушка пластины, и вследствие этого в кабине пропадает имитация сидения, а само днище визуально выглядит уже иначе. Люки на крыше смещаются от ее края и уже не так близко к нему. Тягачи этого периода имеют отличительную особенность, которая заключается в том, что по бокам в районе кожуха лебедки отсутствует часть борта. С чем это связано, сложно сказать. Возможно, какая-то сложность возникла при отливке корпусов в данный период времени. В следующем варианте на днище платформы, кроме цены, появляется маленький логотип. Из-за того, что в месте нанесения цены есть неровность, то для того, чтобы все надписи поместились, была удлинена площадка на днище под них. По бокам борт опять становится цельный, и так до конца производства. Спереди на кабине красная звезда увеличивается в размере, а под звездой уже 2 полосы. Возможно, что третья полоса спускается ниже, и ее незаметно из-за этого, хотя иногда можно встретить в этот период и тягачи с 3 полосками. Подкрашивание белой краской светомаскировки под фарами уже может не делаться. Следующий вариант тягача с платформой особенно не отличается от предыдущего. На днище платформы место, куда наносится цена с логотипом, встает более ровно и площадка пропадает, а сам логотип становится большим. Тягачи этого периода вначале были с красной звездой, а потом ее перестали подкрашивать, и она была в цвет кузова. Самый поздний вариант тягача с платформой выпускался сначала без цены, а только с логотипом, а потом уже и без логотипа. Отличить его от самого раннего можно прежде всего по отсутствию заглушки на днище тягача и отсутствию выреза на прицепе. Покраска и литье значительно ухудшаются. Цвет остается зеленый, но оттенок становится более темным. Звезда так и не подкрашивается. Больше никаких явных отличий между ранними и поздними тягачами не наблюдается. Все остальные отличия могут проявляться как в одних, так и в других, хотя наибольшие изменения встречаются между тягачами именно раннего периода. Скорее всего, из-за постоянных доработок пресс-форм отливки были разных видов, и такие они поступали дальше в продажу. Например, на кожухе лебедки за кабиной водителя нанесены кресты. Они встречаются как выпуклые, так и вдавленные, причем в разные периоды времени. Разными могут быть всякие выступы на кабине и на прицепе. Также встречаются сбоку возле воздушных жалюзи какая-то полоса до двери. Возможно, что-то в пресс-форме было не так в тот период. В моем сегодняшнем обзоре принимают участие 2 тягача Тульского завода. Причем один самого раннего образца без штампа на прицепе и с глухим дном на тягаче, а второй более позднего периода с маленьким логотипом и уже с открытым дном. Оба варианта на сегодня не часто встречаются, и купить их не такая простая задача. Ценник на эти тягачи иногда задирают продавцы очень высоко. Подобная игрушка также производилась силами Харьковского шрифтолитейного завода. Вариант этот очень похож на тульский, но все-таки отличия просматриваются, хотя и не такие явные. Прежде всего видна разница в качестве покраски и в колесах. Харьковский тягач с платформой довольно редкий на сегодняшний день, и потому найти его в хорошем состоянии крайне трудно.
да и в плохом состоянии тоже сложно. Коробок к этой игрушке, судя по всему, было несколько разных вариантов, которые отличались по дизайну, цвету и надписям. В составе наборов автомобиль размещается просто в общей коробке, в выделенном ему месте в пенопласте. Если вам интересны игрушки серии «Военная техника», то на моем канале есть еще обзоры по этой тематике. Переходите по ссылке, которая появилась сейчас у вас на экране. Всем мирного неба над головой и до новых встреч!